Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на самый короткий подробный базовый курс по программе Adobe Premiere Pro в 2023 году. Посмотрев это видео, вы получите все знания для начального монтажа в данной программе. В конце видео я поделюсь своими фишками, которые упрощают работу в программе в 10 раз. Данное видео подойдет новичкам, которые ничего не знают о данной программе, самоучкам, которые хотят структурировать свои знания, и профессионалам, которые хотят освежить память, не тратя при этом много времени. Если знания из данного видео окажутся полезными конкретно для вас, лучшей наградой для меня будет подписка на мой канал, лайк и ваш честный комментарий. Коротко расскажу про себя. Меня зовут Макарий, я 9 лет в видеопроизводстве, я выпускник школы Останкино по профессии режиссер монтажа. Работал с Германом Грефом, Владимиром Машковым, Гусейном Гасановым и Сашей Митрошиной. Делал подготовку к монтажу с сериалом «Молодежка», «Мамы в спорте», «Психологини», «Сеня и Федя». Кстати, этот сериал, как и многие, монтировался в Adobe Premiere Pro. Также у меня есть свой продакшн Macasters, который снимает и монтирует видео на YouTube-каналы. Наш с вами формат взаимодействия. Листик, ручка, пауза, практика. Вы смотрите это видео, важные моменты записывайте. Далее открываете свой компьютер и практикуйтесь. Так вы добьетесь максимальных результатов. Если у вас возникнут вопросы после просмотра этого видео, напишите в комментариях, и я на каждый вопрос с удовольствием отвечу. Ну что, начинаем! Итак, запускаем нашу программу Adobe Premiere Pro. Я использую версию 2023 года, но вы можете использовать и более ранние версии. В открывшемся окне нажимаем кнопочку New Project. Далее переходим в Project Name. Нам необходимо назвать наш проект. В более ранних версиях у вас не будет такого меню, но вы все равно находите вкладку Project Name. Наш проект будет называться «Базовый курс». Далее нам необходимо найти вкладку Project Location. Я хочу выбрать, куда будет сохраняться мой проект. Для этого я перехожу в файлы курса и хочу заострить ваше внимание на структуризации папок. Папка PRG означает проект, то есть project, где будет храниться мой проект. В папочке видео я складываю все видеоролики, которые хочу добавить в конкретно данный проект. В папочке «Музыка» я добавляю все музыкальные композиции, которые хочу использовать в данном проекте. В папочке CG я добавляю все изображения, которые я хочу использовать в данном проекте. Это одно из самых важных действий при создании проекта. Перед тем, как создать проект, создайте папочки и структурируйте ваши файлы. Сохраняем наш проект в папочке PRG. Выбираем папку и нажимаем кнопочку Create. Все, наш проект создан. Далее нам необходимо настроить нашу программу. Если вдруг по каким-то причинам у вас программа находится на русском языке, я вам сейчас покажу, как ее изменить. Нажимаем Ctrl F12. У нас появляется консоль. В консоли нажимаем бутерброд и переходим в Debug Database View. Листаем чуть ниже, спускаемся до Application Language. И видите, здесь у меня стоит английский, то есть NAS. Если вы хотите поставить английский, вы пишете NAS. Если вы хотите поставить русский, вы пишете RU. Я рекомендую и перезапускайте программу. Сейчас программа будет на русском языке. Я рекомендую этот лайфхак использовать и по умолчанию ставить английскую версию программы, так как английская версия программы позволяет максимально эффективно изучать саму программу. Как мы видим, сейчас Adobe Premiere Pro стал полностью русским. Если нам необходимо поменять, точно так же Ctrl F12, Debug Database View, переходим, ищем наш язык. Пишем NAS и перезапускаем нашу программу. Далее нам необходимо настроить нашу программу. Заходим Edit, Preference и Memory. Открывается вкладка. Здесь проследите, пожалуйста, чтобы максимальное количество цифр у вас находилось во вкладке RAM Available For. Так ваша программа будет работать максимально быстро. Нажимаем кнопочку ОК. Далее нам необходимо настроить нашу клавиатуру. Переходим в раздел Keyboard Shortcuts. Здесь прописываем Add, Edit. Чуть позже я подробно остановлюсь на этом. Здесь нажимаем на горячую клавишу. Здесь ее у вас не будет. Нажимаем на пустую горячую клавишу и нажимаем на клавиатуре клавишу C. Отлично, клавиша добавлена. Далее прописываем Ripple Delete. Ripple Delete. Сейчас это клавиша E.
я удалю и вместе с вами поставлю. Ставите клавишу E. Если вдруг по каким-то причинам Adobe Premiere Pro будет ругаться, игнорируйте ошибку и нажимайте клавишу ОК. Клавиатуру мы настроили. Далее переходим к настройке рабочей области. Что вам важно знать? Во вкладочке Windows есть очень много различных окон. Вы их все можете включить. Точно так же вы все можете их и выключить. Каждое окно отвечает своей функции. Если вдруг по каким-то причинам вы открыли большое количество окон и не знаете, как вернуться обратно, записывайте комбинацию клавиш Alt-Shift-0. Alt-Shift-0. Он возвращает вас в первоначальное положение. По умолчанию я рекомендую работать в Workspace, который называется Editing. Нажимаете на него. И это базовое расположение всех ваших окон. Что вам важно знать про окна? У нас есть большое количество окон. Вы можете их включать здесь, также вы можете их здесь выключать. Вы можете их перемещать. Например, возьмем окошко и переместим в центр. Таким образом, теперь это окно появится здесь сверху, как будто бы новая вкладка в браузере. Попробуйте, поперемещайте окна и посмотрите, что будет происходить. Поперемещайте с правой стороны, поперемещайте с левой стороны. Можете переместить в зелененькую, в самой левой вкладке она размещается, да? У вас получится вот такой формат размещения окон. И как только вы захотите сбросить окна, воспользуйтесь комбинацией клавиши Alt-Shift-0, либо Windows Workspace Reset to Save It Layout. И таким образом окна у нас вернутся в наше первоначальное положение. Еще раз напоминаю, что я работаю в Workspace Editing. Далее нам необходимо разобраться с каждым окном отдельно. Записывайте комбинацию клавиш Shift-1. Это окно проекта. В этом окне у нас хранятся все наши файлы. Если проводить аналогию, то это у нас проводник. Наш проводник, все верно. Соответственно, вы в проводнике можете менять, как будут выглядеть ваши файлы в виде списка, в виде таблицы. Очень легко запоминается. Ваш project — это ваш проводник. Далее, клавиша Shift-2 — это у нас Source Monitor. То есть то, что вы смотрите в вашем проводнике. Провожу обратно аналогию. Если мы открываем любое видео, давайте я найду какое-нибудь видео, ну, например, вот такое. Я открываю видео, и вот то, что я смотрю сейчас, это видео, это у меня окно Source монитора. То есть я как бы смотрю исходное видео, которое у меня есть. Еще раз, вот это проводник, вот это то, что я смотрю в проводнике. Достаточно легко запоминается. Едем дальше. Клавиша Shift-3. Это таймлайн-линия. Это линия, на которой у нас будут происходить изменения. То есть, если мы взяли большое количество файлов, мы можем их обрезать, уменьшать, разрезать, добавлять какие-то эффекты и соединять большое количество файлов воедино. То есть это наша рабочая область. Называется она таймлайн. Все достаточно просто. Сейчас немного теории, дальше перейдем к практике. Следующая комбинация клавиш — это Shift-4. Shift-4 — это программ-монитор. На программ-мониторе у вас будет отображаться ваша таймлайн-линия. То есть все то, что вы поменяли, изменили в новую версию, у вас будет отображаться в вашем программ-мониторе. Еще раз. Project — это ваш проводник, в котором отображаются все файлы, которые вы добавили. Дальше Source Monitor показывает все файлы, которые вы добавили визуально. Далее Timeline — это место, где вы редактируете все файлы. И Program — это показывает вам то, что вы отредактировали. Комбинация клавиш Shift-5 — это Effect Control. В этом окошке вы сможете изменять и создавать анимацию вашим видеоклипам, изображением, музыки и так далее. Эффект Control отвечает за все эффекты, которые можно добавить сюда в ваш файл, вашу секвенцию и так далее. Следующая комбинация клавиш — это Shift-7. Это вкладка Effects. Тут находятся все эффекты, которые вы можете применить к вашим видеоклипам, фотографиям и, в принципе, разместить на таймлинии. То есть, еще раз, если мы проводим аналогию, вот Effect Controls — это у нас настройки наших эффектов. Окно «Эффект» — это у нас наши все эффекты, которые мы можем добавить. То есть все эффекты, которые мы добавим на нашу таймлинию, мы сможем настраивать во вкладочке «Effect Control».
После того, как мы подготовили нашу рабочую область, настроили наш Adobe Premiere Pro, нам необходимо импортировать файлы. Как мы можем это сделать? Самый простой способ импортировать файлы – зайти в проводник, выбрать нашу папку, например, файлы курса, да, и зажатым Ctrl переместить уже подготовленные нами файлы в наш окно Project. Файлы импортировались, и теперь можно с ними работать. Что вам важно знать об окне Project? Что каждый формат файла имеет свой собственный лейбл. Например, папочка у нас желтым цветом, видео со звуком у нас синим цветом, видео без звука у нас фиолетовым цветом, изображение у нас розовым цветом, звук у нас зеленым цветом. Это очень удобно, если мы хотим отсортировать наши файлы. Например, если мы достанем их из папок, то мы с легкостью можем отсортировать их по их типу. Давайте вернем все как было. Вторая важная вещь, что у нас есть несколько типов отображения. У нас есть отображение по списку. Видим, что здесь отображается достаточно большое количество информации. Мы также можем отображать с помощью икон View, так называемого, где мы можем сразу просматривать наши видеоролики в быстром просмотре. Возвращаемся обратно. После того, как мы импортировали все файлы, нам необходимо их просмотреть. Как нам их просмотреть? Выбираем любой файл двойным щелчком мыши. И у нас открывается он в Source мониторе. В Source мониторе с зажатым левой кнопкой мыши вот эта штучка называется Playhead. Мы можем ввести наш Playhead, как нам удобно. Запомните, левой щелчком мыши мы можем ее взять и потянуть. Также мы можем нажать левой кнопкой мыши в любом удобном месте, и Playhead автоматически туда придет. Что важно знать в окне предпросмотра? Во-первых, клавиша пробел позволяет нам проиграть наше видео. Во-вторых, если мы нажмем пробел и кнопочку L, то скорость нашего воспроизведения видео увеличится в 2 раза. Еще раз, нажимаем пробел и кнопочку L. Увеличиваем нашу скорость видео в 2 раза. Запишите себе следующие клавиши J, K и L. J отвечает за перемотку назад или уменьшение скорости в 2 раза. Например, я увеличил скорость L, потом нажал J. Оно уменьшило скорость воспроизведения в 2 раза. И также нас интересует еще клавиша K. Клавиша K полностью останавливает наш Playhead. Эти 3 клавиши помогут вам быстро просматривать материал. Важный пункт. Если вы хотите сделать скриншот, у вас есть такая возможность. Выбирайте кадр, где хотите сделать скриншот, переходите «Экспорт фрейм» и экспортируйте ваш файл в любом формате. Browse, выбираете файл, где хотите его сохранить, и нажимаете кнопочку ОК. Если вы хотите этот скриншот импортировать в проект, вы также можете это сделать. Import to Project, кнопочку ОК, и он появляется у нас в проекте. Теперь это просто скриншот. Давайте удалим. Что еще важно знать в окне предпросмотра? Есть 2 комбинации клавиш, запишите их. И – это точка входа, О – это точка выхода. Я их называю точка начального кадра и точка финального кадра. Точкой И вы помечаете начальный ваш кадр, то есть с чего хотите начать ваше видео. Точкой О вы помечаете конец вашего финального кадра. Теперь переходим к созданию секвенции. Для этого переходим на нашу бумажку New и Theme, нажимаем на нее и нажимаем Sequence. Далее переходим в настройки Setting. В Editing Mode выбираем Custom, то есть мы сами зададим настройки. В Time Base выбираем 25 кадров в секунду. После этого во Frame Size, если вы хотите создавать горизонтальные видео, вы пишете 1920 на 1080, это формат Full HD. Либо, если вы хотите создавать видео для ваших сторисов в Instagram, вы пишете 1080 на 1920. Мы сегодня создадим видео 1920 на 1080, поэтому оставляем параметры без изменения. Дальше, все остальные пункты проверьте, чтобы они у вас были здесь точно такими же, я их оставляю без изменения. И важный пункт Sequence Name. Называем нашу секвенцию. Секвенция будет называться базовый курс. И нажимаем клавишу ОК. В одном вашем проекте может быть бесконечное количество секвенций. Приведу вам простой пример со свадеб. Например, вы хотите смонтировать свадьбу.
свадьба, и смонтировали ее на 60 минут. У вас получился целый фильм. Дальше вам сказали: слушайте, свадьба получилась достаточно классная, давайте смонтируйте ее, пожалуйста, на 30 минут. Вы берете, копируете вашу свадьбу на 60 минут, у вас уже все есть, вы выбрали самые классные кадры и меняете название на 30 минут. Это будет уже вторая секвенция, да? И вы здесь уже меняете, вносите изменения до тех пор, пока вам не станет классно, вам не понравится целый фильм. После этого, например, вас просят смонтировать видео на 3 минутки для социальной сети ВКонтакте, например, да? Вы берете и монтируете на 3 минутки. И потом вас попросили смонтировать еще на минутку. Да, то есть вы берете и монтируете на минутку. Вот вам показал примерно, как выглядит один проект. Например, базовый курс, у вас оно может называться «Свадьба» или как-то по-другому, неважно. И в одном проекте вы собираете все ваши дополнительные проекты с файлами, которыми вы здесь работаете. Переходим к добавлению файлов. Добавить файл в таймлинию. Кстати, она у нас здесь появилась. Видите, после создания секвенции у нас появилась эта линия. Если мы закроем базовый курс, нашу секвенцию, то у нас здесь секвенции не будет. Если мы нажмем на нее 2 раза, секвенция у нас появится. Отлично. Для того, чтобы добавить файл, видео, изображение или звук, нам необходимо выбрать способ, который мы будем делать. Способ первый, самый простой. Мы берем и просто перетаскиваем наши файлы. Берем и просто перетаскиваем наши файлы. Берем и просто перетаскиваем наши файлы. Можем перетащить папочку, тогда все файлы она автоматически перетащит. Здорово, классно, удобно, круто. Второй вариант. Мы нажимаем 2 раза кликом и выбираем фрагменты с точкой входа, да, начального кадра и точкой конечного финального кадра. И после этого выбираем, что мы хотим перетянуть. Мы можем перетянуть и фрагмент и видео, и звука. Мы можем перетянуть фрагмент только видео. Мы можем перетянуть фрагмент только звука. Важный момент. Здесь есть такая достаточно большая линия, жирная. Все, что сверху этой линии, это у нас видео файлы. Все, что снизу, это у нас аудио файлы. Переходим к нашим инструментам для монтажа на нашей таймлинии. Первый инструмент — это Selection Tool. Горячая клавиша V как птичка. Что может этот инструмент делать? Мы можем выбрать любой наш видеофрагмент, либо аудиофрагмент, соответственно, и его переместить. Переместить его в пространстве здесь, соответственно, поставить на слой выше. И также, что он может сделать? Здесь нам понадобится второе сочетание клавиш: Alt, колесико мыши, либо плюс и минус. Это увеличение в масштабе. Если вы покрутите колесико мыши с зажатым альтом, вы сможете увеличить или уменьшить масштаб. То же самое вы сможете сделать клавишей плюс и минус, но важно понимать, что масштаб будет увеличиваться к нашему playhead. Вот эта штучка называется playhead. Нажимаем минус или плюс. Что важно понимать? Инструмент Selection Tool, наша стрелка, может уменьшать кадры по левую или по правую сторону. Это очень удобно. Например, вы здесь поставили склейку. Выключим пока звук. Посмотрели, произошла склейка, вам нужно чуть-чуть раньше, подвинули. Да, то есть, либо по правую сторону. Окей, с этим разобрались. Это достаточно просто. То есть, можете выделять, перемещать и подрезать по правую и по левую сторону, что бывает иногда очень удобно. Следующий наш инструмент — это сочетание клавиш Shift-E. Shift-E выключает слой. Просто запишите и запомните. В дальнейшем она вам очень пригодится. Shift-E выключает слой. Вот так это работает. Следующий, самый главный инструмент — это у нас C, или еще по-другому называется «сделать надрез». Мы выделяем наш файл, нажимаем клавишу C, и у нас появляется надрез. Если вы по каким-то причинам не внесли изменения в комбинации клавиш, то рекомендую отмотать видео назад и внимательно посмотреть. Мы на нашу клавишу C добавили надрез. То есть это достаточно удобно. Выделяете наш файл и делаете надрез. И, внимание, дам вам небольшой лайфхак. Если по каким-то причинам ваш видеофрагмент не выделяется, вы можете включить ваши дорожки в синем цвете, и тогда у вас видео начнет выделяться. Это очень удобно. Теперь вы можете просто вводить плейхедом и нажимать клавишу C. Второй момент. Если вдруг по каким-то причинам после того, как вы включили отображение ваших дорожек, все равно не включается, вы идете в Sequence и активируете функцию Selection Follows Playhead. И после этого ваш видеоряд выделяется. Это очень удобно.
Следующий наш инструмент – это увеличение скорости. Увеличение скорости – клавиша R. Запишите себе, пожалуйста, R – ручное увеличение скорости. Показываю, как это выглядит. Нажимаем на наш фрагмент видео, нажимаем кнопочку R и ускоряем до любого промежутка, как нам нужно. Смотрим. Сейчас. Итак. Да, смотрите, покажу, что я сейчас сделал. Если у вас видео снято в разрешении большим, чем мы сделали, а в данном случае видео, как мы можем видеть, снято в 4К, видите, а секвенция у нас Full HD, то для того, чтобы нам вместить его в кадр, нам необходимо нажать правой кнопкой мыши и Set to Frame Size. Таким образом, данное видео войдет в размер кадра. И теперь смотрим. Видите, мы ускорили данное видео. Если нам необходимо ускорить еще, нажимаем R и ускоряем. Смотрим, видите, она пошла делать это еще быстрее. Это первый способ, как мы можем увеличить наше видео, скорость нашего видео. Второй способ, как мы можем увеличить скорость нашего видео. Ну, давайте на примере. Сделали два надреза. Далее, сочетание клавиш Ctrl-R. Нажимаем. И здесь уже задаем более точное значение в процентах, насколько мы хотим увеличить наше видео. Ну, например, на 500. Смотрим. То есть за счет того, что мы подрезали наше видео, мы ускорили только нужный нам фрагмент. Следующая важная клавиша – это S. Это Snap, это привязка. Snap и Timeline. Что это значит? Если у вас Snap выключен, горячая клавиша S – змейка. Если у вас он выключен, то у вас не будет привязываться видеофайл к другим видеофайлам и там, фрагментам, аудио, видео и так далее. То есть, если вы... Сейчас давайте его включим, клавиша S, и мы видим, что как только он подъезжает к любому фрагменту видео, он, соответственно, автоматически привязывается. Запомните эту комбинацию клавиш, она тоже очень удобная. Следующий инструмент. Давайте я вам покажу его пока без звука. Как это выглядит? Следующий инструмент – это наша знаменитая клавиша E, Q и W. Давайте я вам покажу сразу три инструмента. Например, мы смотрим наше видео. Захотели отрезать все, что мы просмотрели. Нажимаем клавишу Q. Еще раз. Q обрезает все, что мы просмотрели. Пробел. Не нравится? Q. Дальше. W клавиша обрезает все, что находится в правую сторону по playhead. Вот, то есть до конца вашего клипа. Если вы видите, что вот этот файл вам не нужен, нажимайте W. Видите? Отрезало. То есть еще раз. Давайте я прям вот остановлюсь на этом моменте. Смотрите файл. Не понравилось все, что слева, клавиша Q. Не понравилось все, что справа, клавиша W. Клавиша C, делаем надрез. Клавиша C, делаем еще один надрез. А если нам не понравился вот этот фрагмент файла, где мы сделали два надреза, мы нажимаем нашу клавишу E. Клавиша E позволяет нам удалить файл со сдвигом. Клавишу E мы задавали в наших хоткеях с самого начала. Это очень удобное сочетание клавиш, постоянно им пользуюсь. То есть, если вы сделали большое количество надрезов в вашем фрагменте видео, и вам необходимо удалить какие-то файлы, с помощью клавиши E мы достаточно быстро это делаем. Это база, дорогие друзья, важно это помнить. Еще раз покажу основные сочетания клавиш, чтобы вы не забыли. После того, как вы переместили ваш фрагмент видео, вы его отсматриваете, вы можете что сделать? С помощью клавиши Q обрезать по левую сторону, с помощью клавиши W обрезать по правую сторону, с помощью клавиши C просто сделать надрез в любых местах, где вы хотите. С помощью клавиши E удалить выбранный фрагмент со сдвигом. То есть, если вы нажмете клавишу Delete по старой схеме, у вас сдвига не произойдет. Если вы нажмете E, сдвиг произойдет. Это очень удобно. Следующий наш инструмент очень важен. Попробую максимально просто показать, что он делает. У нас есть начальный кадр. Да? Вот где она с помощью ножа хочет положить, что это, морковка, наверное. И у нас есть наш конечный кадр, где она уже это все дело положила. Если мы нажимаем нашу клавишу Y, то что сейчас произойдет? Одновременно и начальная точка, и конечная точка без изменения клипа по времени. То есть вот у нас сейчас клип длится, ну давайте, пускай он будет длиться ровно 5 секунд. Обрезали. Смотрим. И нажимаем клавишу Y.
Теперь нажимаем левой кнопкой мыши и передвигаем на 1, 2, 3, 5, 7, без разницы какое количество кадров в секунду. Вот здесь вот, кстати, написано, что мы сейчас передвинули на минуту 15. Видите, что происходит? Это слева показывается наш первый кадр, который будет, справа конечный кадр, который будет. То есть мы в пространстве изменяем нашу точку входа и точку выхода. Это тоже очень удобно. Попрактикуйтесь, пожалуйста, и поймите, как работает этот инструмент. Это очень важно. Клавиша Y. Регулируем начало кадра и конец кадра без изменения по времени. Теперь немножко усложним. Следующая клавиша, клавиша U. Инструмент такой. Для того, чтобы показать, как он работает, я сведу несколько файлов. Вот у нас клубничка. Давайте их сделаем set to frame size. Вот у нас есть клубничка, вот у нас есть фрагмент, как нарезают овощи или фрукты. Скорее всего, это фрукты. Мы нажимаем клавишу U. И теперь, внимание, смотрите, что происходит на линейке. То есть, что происходит? С помощью клавиши U мы оставляем время нашего файла, полностью его оставляем, он нас устраивает, но перемещаем в пространстве предыдущий конец видео, да, то есть конец предыдущего уменьшается, а начало следующего увеличивается. Или наоборот, начало следующего уменьшается, а конец следующего увеличивается в зависимости от того, в какую сторону мы ведем. Потренируйтесь, пожалуйста, этот инструмент. Это также очень важный инструмент, который может сэкономить вам большое количество времени при монтаже видео. Еще несколько инструментов. Инструмент Ctrl, запишите его себе, пожалуйста. С помощью Ctrl мы можем подвинуть нашу склейку. Зажимайте Ctrl и двигайте вашу склейку либо в правую сторону, либо в левую. То есть мы инструментом Ctrl двигаем либо начало, либо конец вашего файла. Да? Это тоже очень удобно. Еще один инструмент — это клавиша Alt. С помощью зажатого Alt мы можем сдублировать наш файл бесконечное количество раз. Да, вот. Нажимайте Alt и дублируйте ваш файл. Это удобно, если у вас, например, там изображение или видео повторяющееся, вы хотите его несколько раз добавить. Давайте удалим с помощью клавиши Delete. И еще один самый важный инструмент, которым я пользуюсь достаточно часто. Давайте добавим сюда еще какое-нибудь видео, если оно есть. Вот у нас есть определенное видео. И я вам сейчас покажу, как это работает. Давайте добавим что-нибудь еще. Пусть здесь будет много видео. Значит, если вдруг по каким-то причинам вы хотите поменять кадры местами, ну или поменять последовательность вашего кадра, вы берете ваш кадр с помощью Ctrl и Alt, берете ваше видео, зажимаете Ctrl и Alt и меняете его местами. Еще раз, Ctrl-Alt, меняйте его местами. Что будет, если вы не зажмете Ctrl и Alt? Оно просто переместится, и вам придется делать лишние действия. Это неудобно. Да, поэтому Ctrl-Alt, переместили, поменялось. Ctrl-Alt, переместили, поменялось. Тут чуть подрезалось. Ctrl-Alt, переместили, поменялось. Запомните, это тоже очень важно. Этот инструмент вам не раз пригодится и поможет сэкономить большое количество времени. Сейчас я вам покажу самый простой способ при работе с музыкальным аудиофайлом. Находим наш музыкальный аудиофайл. Что мы можем сделать? Двойной щелчок мыши. Мы можем выбрать точку входа-выхода и переместить наш файл. Помним про это, да? Можем пойти вторым способом. Выбираем наш файл. Сейчас отключим точку входа-выхода. Выбираем наш файл и его перемещаем. Соответственно, здесь делаем разные надрезы. И перемещаем наш файл. Важный момент. Если вдруг... Давайте я вам сейчас добавлю определенное видео, которое я снимал не так давно, и возьмем какой-нибудь фрагмент, неважно какой, любой. Вставим его, вот слишком длинный фрагмент, вставим его, например, сюда, пускай будет здесь посерединке. Кстати, еще один лайфхак, запишите себе, пожалуйста. Если вы по каким-то причинам хотите вставить и врезать ваш файл вот в определенное место, зажимаете Ctrl и врезаете ваш файл, то есть прям с помощью Ctrl. Он режет и как бы разделяет все на до и после. Врезает этот файл. Это очень удобно. Так вот, возвращаясь к нашему файлу. Допустим, пускай он будет здесь. Что нам важно? Что нам важно? Значит, вот у нас играет музыка. И
И в какой-то момент человек или персонаж начинает нам что-то говорить. 12 на 13. Ну, почти квадрат. Нам необходимо разрезать и сделать так, чтобы музыка была тише в момент, когда нас говорит спикер. Самый простой способ это сделать. Приходим в начальную точку, когда человек говорит, нажимаем клавишу C. Далее переходим в конец, нажимаем клавишу C. Дальше мы вызываем специальное окошко с помощью G. Это наш аудиогейн. И здесь нас интересует нормализовать all peak to и ставим минус 20, от минус 16 до минус 30. Здесь уже варьируете звук в зависимости от вашего аудиофрагмента. Я ставлю минус 20, чтобы наверняка. Слушаем. Вот замечательным образом. То есть идет по... Недостаточно. Ставим минус 15. Не слышно, да, музыки? Слушаем. 12 на 13. Ну, почти квадрат. Да? Простите, пожалуйста, клавиша M стояла. Это mute. То есть он мьютит дорожку. Еще раз слушаем. Да, размером 12. Да, все верно. У нас изначально было минус 20. На 13. Нет, минус 30. Ну, почти квадрат. Да? Все, музыка появилась. Можно поставить до минус 35. И, внимание, на наших склеечках ставим Shift-D. Это наш переход. То есть он Shift-D это переход, который сделает плавно музыку от громкости максимальной до громкости минимальной. Да, размером 12 на 13. Ну, в двух версиях. Примерно вот таким вот образом. Переход вы можете регулировать. Вы можете его увеличивать, уменьшать. Как вам здесь удобно. Есть в двух версиях. Вот таким вот нехитрым образом мы работаем с музыкой. Давайте еще расскажу вам про инструмент Gain. Да? Вызывается клавишей G. Здесь вот этот параметр Audio Gain By вы можете увеличить от текущего вашего значения. То есть если у вас сейчас текущее значение минус 7,3, вы можете увеличивать его там на 10. Да? Если вы используете Normalize All Peak To, то он нормализует вам до определенного значения. То есть максимальный пик, который у вас здесь вот есть, находится, то есть максимальный пик, он нормализует его до определенного значения. Например, я хочу, чтобы он максимальный пик нормализовал до минус 30. Видите, да, соответственно, он взял максимальный пик, который здесь есть, и нормализовал его до того значения, которого я вписал. Но если я сделаю здесь в Adjustment Gain By минус 30, соответственно, и дальше еще раз минус 30, то он два раза уменьшит просто на это значение. Будет минус 60. Надеюсь, с этим понятно. Если вы сняли видео на камеру, на фотоаппарат, с петлички, выделите все ваши видео и нормализуйте ваши пики до минус 6. Так, чтобы у вас не было перегруза. Итак, переходим к изучению панельки Effect Controls. Для этого нам необходимо переместить наши файлы из папочки CG. Для этого выбираем первый наш файл, это наше баскетбольное кольцо, и видим, что в Effect Controls у нас появились параметры. Эти параметры мы можем как анимировать, чуть позже про них расскажу, так и изменять. Если у нас часики в сером положении, это значит, что у нас анимация выключена. Если у нас часики в синем положении, анимация включена. Запомните это. Параметры, которые мы можем изменять, это позиция по X, позиция по Y. Также мы можем нажать кнопочку Motion и перемещать сразу в пространстве. Дальше Scale. Для того, чтобы более плавно делать Scale и другие параметры, зажимаете кнопочку Ctrl. Зажал Ctrl, теперь более плавно я могу увеличивать в масштабе. Дальше Rotation. Я могу поворачивать, как мне удобно. Дальше Anchor Point. Anchor Point это точка, от которой я буду поворачивать. То есть вы видели, если сейчас я поворачиваю как круг, то если я перемещу кольцо, например, вот сюда, то я буду вращать данное кольцо от этой точки Anchor Point. Здесь достаточно все просто. Просто попробуйте, поэкспериментируйте, и вы поймете, как устроена логика. Rotation. Все просто. Поставим ее пока в центр. Далее, антифликер фильтр нам не нужен. И далее opacity. Это наша прозрачность. Насколько прозрачный объект по сравнению с остальными. Ну, давайте я вам покажу в сравнении, как это работает. Вот у нас есть фон. Если у нас есть параметр opacity, мы его выключаем, то он становится прозрачным на какой-то определенный процент. Сейчас стоит 27%. Если у нас 100%, то он у нас непрозрачный. Это полезно, если мы хотим сделать объект прозрачным или полупрозрачным. Это удобно.
Итак, я подготовил специальный фон. Давайте разместим с помощью Motion наше кольцо. Выбираем наше кольцо, выбираем Motion и перемещаем его куда-нибудь. Я его уменьшу. Перемещаем его куда-нибудь вот сюда. Далее мы берем наш баскетбольный мяч. Сразу хочу увеличить нашу композицию, потому что я не понимаю, насколько будет анимация. И мы сейчас заанимируем наш мячик. Где наш баскетбольный мяч? Взяли наш мячик, уменьшили его в масштабе, примерно таким, чтобы он попадал в наше колечко. Можно чуть больше. Вот так. И далее переходим к нашей анимации. Что нам важно знать про анимацию? Нажимаем кнопочку Position в том месте, где мы хотим начать нашу анимацию. Далее переходим на наш конечный пункт назначения или промежуточный. В данном случае я хочу, чтобы мяч попал в корзину. Вот таким вот замечательным образом. Он долетел. Но, как мы знаем, такая траектория, она, скажем так, ну, не существует. Поэтому здесь я поставлю, ну, вот примерно вот так. Таким образом. Давайте посмотрим. И немножечко ускорю ключи. То есть я взял ключ и немного его переместил. Вы также можете это сделать. Если вы перемещаете ключи, это значит, что скорость вашей анимации растет. Да? Вот таким вот образом. Хоп. Сделали два ключа, и у нас получилась небольшая анимация. И дальше я хочу, чтобы мой мячик провалился под сетку и забил гол. Смотрим. И можно сделать эффект, что он как будто бы отскочил еще. Например, чуть вверх. Дальше вниз. Дальше чуть вверх. Чуть-чуть еще. И дальше вниз. Смотрим. Попал. Все. Остановился. Важно понимать, теперь я могу играться с этими параметрами как угодно. Да, то есть я могу перемещать их чуть быстрее делать, чуть медленнее. Это уже дело вкуса. Моя задача вам показать базовые принципы работы, как с этим работать. Да? Вот так вот это выглядит. Важный момент. Вы хотите заметить, возможно, кто-то из вас очень внимательный и заметил, что кольцо находится на слое за мячиком. Что мы делаем? Мы берем кольцо и перемещаем его наверх. Теперь мячик попадает ровно в корзину. Хоп. И отскочил. Здесь можно применить такой эффект. Называется интерполяция Безье. Теперь наша анимация будет немножечко плавнее. Да? Важный момент, что анимацию вы можете делать в Effect Controls при любом параметре. Например, вы можете немножечко даже покрутить ваш мячик. То есть в момент, когда он идет, вы можете поставить его здесь анимацию на нуле. И в момент, когда он забивает, например, он очень сильно крутится. Делает у нас 1,5 оборота. Смотрим. Вот так. А здесь он уже делает не 2 оборота, а чуть-чуть докручивается. Смотрим. Вот так. Таким вот... Мне не нравится этот ключик. Я уже тут начал технические аспекты доделывать, да? Но моя задача показать базу для того, чтобы вы попрактиковались, сделали то же самое и поняли принцип работы. Также можно еще увеличить его в масштабе. Например, мы ставим ключик. Этот ключик я хочу, чтобы он пошел в конец. А этот ключик я хочу, чтобы пошел в начало. Теперь мы ставим, например, 5. Вот такой у нас маленький мячик. Попадает в корзину, становится большим. Или попадает в корзину уже большим. Где? Перемещаем наш ключик. Смотрим. Хоп. Попал. Остановился. Классно. Вот таким вот образом у нас появляется анимация. То есть, еще раз резюмирую. Мы выбираем любой наш файл, который хотим анимировать. Выбираем параметр, по которому мы хотим анимировать. Ставим наш playhead в любую точку, где мы хотим начать. Ставим, где хотим закончить. И дальше уже, после того, как выстраиваем изначальную стартовую логику нашей анимации, начинаем уже дальше приводить в порядок нашу анимацию и доводить ее до идеала. Сейчас давайте рассмотрим панельку Effects. Панелька Effects создана для того, чтобы находить нужные аудио или видеоэффекты и добавлять их на наши слои. То есть здесь есть определенная база, здесь их достаточно много.
достаточно большое количество, да. И я вам покажу сейчас два инструмента, которыми я пользуюсь, два эффекта, которыми я пользуюсь практически на каждом своем проекте. Первый эффект называется 3D Basic, Basic 3D. Я добавляю его на самый нижний слой, это у нас фон. Добавил, и теперь я могу его развернуть на 180 градусов. Вот таким вот замечательным образом, да. То есть, еще раз, это без эффекта. Это с эффектом. Это очень удобно, если нам нужно отзеркалить наше изображение. Это первый наш эффект. Второй наш эффект — это Drop Shadow. Drop Shadow. Я его перенесу на мячик. Для того, чтобы вам показать его эффект, мы заходим в окно проекта и создаем Color Mate. Color Mate — это создание однородного цвета. Ну, то есть такой эффект создания однородного цвета. В данном случае я создам его белым цветом. Создаем. И выкручиваем opacity. И выкручиваем дистанцию. И делаем еще softness. То есть мы создаем некую нашу тенюшку нашему объекту. Видим, да? Сейчас это выглядит немножечко нелепо со стороны, скажем так, законов физики, да, но давайте я отключу анимацию для того, чтобы вам просто показать. Мы можем влиять на нее и выкручивать в разные стороны, да, то есть в зависимости от того, насколько она нам нужна. Но вот этот эффект создает некую тень нашему объекту, и это очень удобно. То есть параметр opacity позволяет регулировать, насколько она будет у нас прозрачной или непрозрачной, то есть видна чуть-чуть или не чуть-чуть. Direction позволяет нам определить, в какой стороне она у нас будет. Дистанция позволяет нам отнести, к какой дистанции она у нас будет. И softness — это размытие, насколько будет наша тень размыта. Shadow Only показывает только нашу тень. Также мы видим часики напротив каждого нашего параметра, и что означает, что мы можем анимировать наши параметры. Если мы хотим удалить, мы нажимаем Delete, и наш эффект удаляется. Если мы хотим временно скрыть наш эффект, мы нажимаем клавишу FX. Это работает и в других частях нашего проекта. Если мы видим клавишу FX, то мы ее удаляем, и таким образом мы временно отключаем наш эффект. Сейчас я хочу вам показать панельку Lumetri Color, которая позволяет красить ваше изображение. Как нам к ней прийти? Нажимаем Windows и находим Lumetri Color. У нас появилась наша панелька. Выделяем наш файл и можем его красить. Что интересно, пока мы не внесли изменения, в панельке Effect Controls нашей Lumetri Color не будет. Как только мы внесли изменения хотя бы в один параметр, да, то у нас получается... В Effect Controls у нас отображается Lumetri Color. Здесь вы можете производить разные настройки, да, менять экспозицию, контрастность, и здесь уже на вкус и цвет. Я люблю использовать панельку Basic Correction, а также я люблю использовать панельку Curves, где я могу немножечко подтянуть с помощью графиков. Здесь уже зависит от вкуса того, что вы хотите сделать. Дальше есть несколько параметров, например, Hue SAT. Вы можете подтянуть и сделать насыщенным ваше изображение. Но внимание, как только вы нажали точечку, вы можете перемещать ее вверх или вниз. Чем выше, тем будет насыщенность ярче. Чем ниже, тем насыщенность будет меньше. Важный момент. Я могу поставить несколько точек посерединке или там, например, вниз, увести их. А красный цвет передвинуть на самый верх. Таким образом у меня получится яркий красный цвет, а остальные цвета будут либо черно-белыми, либо там супер тусклыми, в зависимости от того, что я уже захочу. Да? Тоже обратите на это внимание. Это интересный эффект. Есть также интересный эффект Hue vs Hue, когда вы можете полностью изменить цвет вашего изображения. Очень интересная зеленая земляничка. И как я уже говорил, да, мы можем менять параметры только одного цвета. Это достаточно удобно. Давайте сделаем его синий. Вот такой. И еще можно насыщенности добавить. Вообще класс. Попробуйте, поэкспериментируйте с этими параметрами. Lumen Saturation позволяет просто выровнять немножко ярче или темнее будет изображение. Saturation против Saturation — это также насыщенность. Будет максимально насыщенно или
максимально бесцветно. Есть также еще Color Wheels. Эти параметры позволяют поработать отдельно с тенями, отдельно с светлыми участками. Соответственно, здесь экспериментируйте уже по вкусу. И параметр виньетка может быть полезный, если вы хотите сделать либо белую виньетку, либо виньетку темную. То есть виньетка это, скажем так, затемнение по краям. Достаточно простой эффект. Если вам необходимо, то знайте, что он находится именно здесь. Теперь, если я понял, что я не хочу и хочу отменить все эффекты, которые я сделал и в покраске, я нажимаю Lumetri Color и нажимаю Delete. Мы вернулись к нашему первоначальному изображению. Итак, вы посмотрели это видео до конца, поэтому я с удовольствием хочу поделиться своими фишками. И первая фишка — это корректирующий слой. Создаем корректирующий слой и переносим его на нашу панельку. Первый эффект, который я люблю применять, это эффект Transform. Что означает этот эффект? Перемещаем на наш корректирующий слой. Эффект Transform. Переместили, он у нас появился в панельке Effect Controls. Что это значит? Давайте покажу на примере. У нас есть, например, несколько изображений. Пускай это будут разные изображения. Допустим, вот таким вот образом. Это изображение сделаем его чуть-чуть поменьше. Эффект Transform позволяет одновременно всеми слоями увеличивать в масштабе, в позиции изображения. Как это выглядит? Мы видим, что у нас есть задний слой и передний слой. Если мы с помощью корректирующего слоя добавили эффект Transform, то он работает поверх всех слоев. И мы можем увеличивать изображение сразу нескольких слоев. Если внизу вдруг оказывается еще один слой, переместим его вот сюда, то мы увидим, что эффект Transform действует на все наши слои. Это очень удобно. Итак, фишка номер 2. Я беру корректирующий слой. В него добавляю Lumetri Color. Перехожу, включаю панельку Lumetri Color. И я, например, хочу покрасить все в черно-белое. Да, то есть я не хочу каждый кадрик сидеть и выкрашивать. Я это делаю на корректирующем слое. Вот Hue vs SAT я убираю насыщенность. И теперь все кадры за долю секунды у меня черно-белые. Есть второй способ это сделать. Мы берем наши параметры, Ctrl-X, удаляем наш корректирующий слой, выделяем все файлы, в которые мы хотим поставить этот цвет, и делаем Ctrl-V. Но здесь есть одна проблемка. У меня есть здесь фон, вы видите, да, он, во-первых, не стал черно-белым, поэтому мне нужно еще и на фон применять этот эффект. И мне, соответственно, для того, чтобы внести изменения в цвет или поменять его, нужно будет заходить на каждую панельку. Поэтому этот способ достаточно неудобен. Проще положить корректирующий слой, на него положить Lumetri Color, и уже с ним работать. Фишка номер 3. Самый удобный плагин для работы — это Premiere Composer. Заходите на сайт mrhouse.com и скачивайте плагин для Adobe Premiere Pro. Здесь находятся самые неглюченные переходы, потому что в Premiere Pro большинство переходов глючены, у вас вылетает программа, и с этим невозможно работать. Вот в Premiere Composer в базовой бесплатной версии есть переходы, все самые необходимые, которые не глючат и достаточно быстро рендерятся. Показываю, как работает. После того, как вы установили, переходите в Windows, Extensions, Premiere Composer. У вас появляется такое окошко. Здесь есть как и анимация текста базовая, да, разные плашечки. Это очень удобно. Большинство моих проектов построено на этих плашечках, просто потому что оно экономит большое количество времени. Дальше есть текстовые пресеты, как текст появляется, исчезает. И есть транзишены. Они достаточно простые. Выбираете, они уже со звуками. Вам остается только выбрать место, где вы их хотите расположить. Например, я хочу расположить здесь вот такой замечательный переход. Зажимаю левой кнопкой мыши, перетаскиваю его. Ждем некоторое время. Все, у меня появился переход. Все
Все достаточно просто. Выбираете здесь переход. Здесь есть большое количество переходов. Мой, кстати, самый любимый это Share and Distort. Он очень прикольный. Есть через линзу переход, через свет, да, есть гличи и так далее. Все это бесплатная версия. Также здесь есть social media. Мы пользуемся часто, когда монтируем какие-то YouTube истории. То есть, кстати, вы можете подписаться, поставить лайк и написать свой комментарий. И, в общем, другие разные шейпы, элементы. Здесь разберетесь. Также есть небольшие озвучки разных эффектов, да, также можете их пользоваться. Если вдруг вам базовой версии недостаточно, вы можете приобрести различные эффекты, но уже, соответственно, по специальным ценам. Смотрите на сайте производителя. Это одна из самых классных фишек и один плагин, без которого я не начинаю ни один свой проект. Следующая моя самая любимая фишка по версии 2022, 2023 и, скорее всего, еще лет 5 вперед это будет моя самая любимая фишка. Это разрезка всех клипов. Частенько бывает, что от заказчика приходят ролики вот в таком ключе, то есть они уже смонтированы и так далее. Но мне от них нужно взять кусочек. И раньше как было? Я беру файл, нажимаю точку входа, нажимаю точку выхода и, соответственно, перетаскиваю ее на панельку. Но это дико неудобно и отнимает очень много времени. Второй способ, который был, как раньше это было делалось, да, мы, соответственно, брали фрагмент видео, увеличивали его по масштабу, и дальше, соответственно, с помощью клавиши C, давайте включим дорожку, клавиши C разрезали на нужный фрагмент. Но теперь этого делать не нужно, потому что есть супер классная фишка, которая называется Scene Edit Detection. Нажимая самый верхний параметр, нажимая кнопочку «Анализ», мы автоматически разрезаем все наши клипы. То есть он анализирует склейки и автоматически их режет. Вы посмотрите. Точность 100%. Максимальное совпадение и все. Все, что мне остается сделать, это выбрать кадры, которые мне необходимы, остальные удалить и забрать это все дело в работу. Это безумная вещь. Это очень круто. Поэтому рекомендую вам изучить, как это работает. Следующая очень крутая фишка. Берем наш любой фрагмент видео и переходим в Windows текст. Смотрим, чтобы у нас файл был выбран. И дальше нажимаем Transcribe Sequence. Выбираем наш язык. Это у нас будет русский. Нажимаем «Трансгрибать», ждем некоторое время, и он нам трансгрибирует весь наш текст в русский язык. Теперь, когда я нажимаю «Play», он мне показывает момент, который происходит в нужном видео. Вот здесь вот мы остановились на слове «перед». И, внимание, что самое интересное – как это можно использовать? Вы можете все свои файлы изначально трансгрибировать, да, чтобы было удобно монтировать видео. А второй момент, как это можно использовать, вы нажимаете Create Captions, и здесь параметры не меняете, нажимаете Create, и он вам создает субтитры, уже готовые. Можете перейти в панельку Captions and Graphics, и вы можете менять шрифты, например, на Montserrat. Их размер, где они будут расположены и так далее, так далее, так далее. Задавать им любые цвета, stroke и так далее. То есть теперь у вас появляются универсальные субтитры, которые сами распознаются в течение нескольких секунд, да, и вы можете это делать практически теперь на каждом видео. Это очень удобно, поэтому крайне рекомендую вам использовать эту фишку. Еще одна фишка, с которой хочу поделиться, это то, что я использую официальный Adobe Creative Cloud, несмотря на разные ограничения. И это стало доступно благодаря вот этим ребятам, vk.com, Adobe Apps. Переходите к ним, у них подписка стоит 1000 рублей на 2 персональных компьютера. Я использую подписку на ноутбук и на, соответственно, персональный компьютер. Это очень удобно. Вам будут доступны все приложения из линейки Adobe, как на мобильное приложение, так и на компьютер. Все последние обновления, самые новые версии. Вот видите, появилось обновление. Обновлюсь сейчас, соответственно, и с энкодером. И все, абсолютно все программы будут официальные. Пользуюсь уже 3 года. Очень
очень доволен и вам всем рекомендую. Это действительно классная фишка, потому что вы будете в тренде и вы всегда сможете первыми устанавливать последние обновления от Adobe. Ну что, поздравляю, ты досмотрел это видео до конца. Уверен, не каждый дошел до этого момента. Обязательно повтори все действия на своем компьютере. А если у тебя остались вопросы, оставь их в комментариях, и я с удовольствием на них отвечу. Благодарю вас за просмотр, успехов вам в монтаже и в изучении программы. Всем пока!